есть. Вижу 2 зайца. Нет, это не заяц. Это заяц. Куда? Вернись, стой. Мне нужно найти пана, потому что я его оставил одного. Наверное, я его крики услышу. Он где тут недалеко от меня. Слышу собак. Это, наверное, его собаки. Я не уверен. А где он вообще? Он убежал, типа, не подглядывай за ним. Он побежал в какое-то супер-пупер место найти, где много кроликов. Я, в принципе, тоже неплохое место нашел, где есть кролики. Зачем так убегать-то далеко? Страх потерял. Если с ним что-то случится, то мне его отец и голову оторвет. И в рота у меня будет очень хуёвая снова репутация. Причем не просто репутация, а меня будут уже все на висельницу сразу от меня. Смертную казнь. Приговор мой. На вечную. Я не знаю, мне походу его нужно найти. Прикольно. Что-то какая-то невеселая охота. Так, я пришел. Вот его Ну, лошадь. вокруг еще карту не показывали. И ты типа сам потерялся. Ну, типа, я сам-то не потеряюсь, если я найду. Потому что я уже вернулся. Я вот... Я тебе и говорю, что хорошо был. Да мне вернуться нет проблем. Главное пана привести обратно. Кролики, вы где? У меня голос не лагает. Лагает.
Лагает. Я вообще удивляюсь, что я могу еще на Ютубе и еще тебя смотреть. Мгм. У тебя какое задание сейчас? Состязайтесь с паном Яном в охоте на зайцев. Мне кажется, что он уж давно заблудился. У него 2 собаки, у меня ни хера нет. Ты думаешь, ему 2 собаки помогут отползать? Нет, ему помогут поймать зайцев. Нашел еще одного зайца. Что? Охота. Да-да-да. Охота, охота. О, могу прокачать навык. Навык только чего? А ты должен только зайцев Общий. или кабанов тоже? Только зайцев. Можно. Видишь, ваше обаяние с разговора с женщинами. Херня. Вы выросли в бедности, так что удобные постели вам не нравятся. Чем хуже постель, тем лучше вы спите и наоборот.
Видишь, уже как бы ближе к правде. Увидел кровать и лег на пол. Да. Нет, это не по мне. Не. Так, мне одно понравилось, но ваше обаяние мне немного увеличит радиус быстрого перехода. Мне ваша выносливость станет останется на насчет выносливости. Так, значит, выносливости. Либо на повязку, либо 25 хил, либо я хилку себе, либо я восстанавливаю побыстрее выносливость. Либо на 25% я хилюсь лучше. Выносливость станет восстанавливаться на 20% быстрее. Ночью на... Вот, это, наверное, ночной наездник. Или все же нет. Давай на 25% повязки становится эффективнее на 25%. О, ну, вот это возьму, ладно. Все. Если там кому-нибудь нужна будет помощь, подлечу там. Неплохо, в принципе, но охота, вот. Клыки. Не знаю, давай клыки возьмем. Рога я могу украсть. Вот, клыки не видел, чтобы можно было воровать. Научил навык охотника, блядь. Говорю, выучил навыки охотника. По-херовому выучил. Охотничьи стрелы. Сколько у меня всего их осталось? 3? Или больше? Не знаю. Не, 12. Нормально. И там еще что-то 8 оттуда. Пойдет.
Вот я бегаю по этому лесу, я вот бегаю и пока на половцев не наткнулся. Значит, можно сказать, что этот лес более-менее как-то безопасный, наверное, от них. Хотя не уверен, по ходу нашего пана. Так, что это? Так, у меня есть. Есть. Давай-ка. На лошадь. Да. Да. Ты что нашел? Я нашел. Стоянку? Может, это стоянка половцев? И собирали они листья. Как насчет, чтобы вернуться? Я хочу его найти, потому что что-то мне это не нравится. Иди ко мне. Правильно. Прямо в глаз. Пан, ты тут? А, пан? Ты где, пан? Лошадь-то его тут стоит. Да, лошадь его тут стоит, но где он сам-то? Да, моя лошадь уже тут. Она мне, наверное, пригодится. Давай-ка, на нее сяду. Поехали за паном. Где мне его искать теперь? I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Надо учиться, кстати, стрелять тоже с коня. А то я херов с коня стреляю.
Может, далеко же не должен был убежать? Я думаю, рядом где-то. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Да съешь бублик. Где бублик? Ищем. Я отравился бубликом. Походу был не очень свежий. А, не сильно. Слышь, собака. Твою же мать. Я тут и- Все? Сколько я там ловил-то? У меня столько этого мяса, я прям не знаю. Жопой жуй. Перегруз зайцев. Короче, стандалон отдыхает, да, так? Ну так-то да. Но в Days and Dawn там можно костер разжечь, пожарить. Забыл, как это все делать. То есть мы на палку натыкали яблочко, там онлайн. То есть он выигрывает онлайн и интерактивностью совместных действий. Но, а вот, допустим, среди одиночек. Ну, конечно, там скучно. Там нечего заняться одному. А здесь вот. Много всего пока что. То есть это одиночка. А я тебе говорю, ее можно тут, наверное, со сталкером сравнить. Дождись Степана и Яна. Давай подождем чуть-чуть его. А куда он ушел? Он только возвращается с охоты. Вот он сидит и кушает. Ну хорошо. Так, сумка, пища.
How did the hunt go for you, sir? I did quite well. Look. Show me. Not bad, though. Quite good, actually. For a common blacksmith's boy. Shouldn't there be some reward for the victor? Jesus, the insolence. A serf asking his lord for coin. But never let it be said I'm a pinch purse. Very well, then. Your serf humbly thanks you, my lord. It's getting quite late. I think we've had enough fun for one day. Что, я ему отдал? О, нет. Ну и началось бухалово, да? Да-да-да. На охоту сходили. Зайцев принесли. Henry, mount up and let's go hunting. Вдвоем, конечно. Ну, круто бухать, но троем круче. Это я по себе знаю. Даем уже норму. Да, троем уже, ну. В принципе, стрелы для охоты это хорошо. Поэтому пусть стрелы для охоты остаются. Хотя у меня все стрелы для охоты. И разбойники меня стреляли стрелами улучшенными для охоты. Ну, говоришь, что раньше значил лук. И сейчас мы забыли, что лук имеет такую большую силу. Никто не умеет луком пользоваться, а по сути это... По сути это не хуже огнестрельного в чем-то. Но если у тебя был бы пистолет, ты бы чем бы использовал? Луком или пистолетом? В основном луком используются арбалеты сейчас. Ну еще лук бесшумный, не забывай. Арбалет. Лук бесшумный, не забывай. Но арбалетом в основном воюет. Бесшумность. Если нету бесшумного оружия, то арбалет, пожалуйста. Дело в том, что Вован, арбалет, он не скорострельный, а лук скорострельный. Ты с лука можешь прям херачить постоянно. Кстати, видишь, в игре еще нет. Есть у нас профессиональные оружия. луки. С прицелами. Если ты будешь заниматься луками, ты постепенно начнешь на охоту ходить. Вот как здесь в реале просто с луком. Тебе не надо будет никакого оружия ищать. Ну, конечно, тебе ближе надо будет подходить. Все равно показывает охотничье ружье в охоте лучше, чем лук. Ну, это понятно, но... Понятно. Фрех. Но представь, что у тебя нет ничего, Все, и тихо, ты в тихо, лесу. тихо, тихо. Или ты в лесу и... Давай потише. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good.
Quiet! So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck! After him! Fetch! Mount up, Henry! Chase down that swine! Ну, началось. Слезать давайте. Давай последуем. А, все, само. Половцы. Твою же мать. Ох. Давай, падла. -1. Заколю. Круто. Мне очень сильно нравится этот меч. Ну. И знаешь, как он называется? Бюргер. Это меч бюргера. Ранящий. Ты можешь эту кличку иногда себе брать. Бюргер. Да. Так, а если надо будет где-нибудь. Угу. Меч бюргера. Ну да, это твой же меч. Меч кого? Бюргера? Угу. Тебе же он нравится. Это меч бюргера. Да. Мне бы, наверное, нравился меч Ира. Половский Пришел лук. Виктор. Интересно, вот половецкий лук и мой лук. А мой лук какой? Охотничий лук пана Ян. 54 урон. А этот 62. То есть у половцев лучше лук, чем у самого было пана Яна. Хоть самому его отдали обратно. Половцы, они кочевники, у них луки лучше. Угу. Так. Что сделал? Что я делал на себе, что ли? Вроде. Так. Ты просто по форме даже смотри. Лук пана Яна и половецкий лук. 40. У меня лучше. Желтый половицкий. Так. На лошадь. Это одинаково. На лошадь. Все вроде, да? Ну да, половецкий лук. И урон хороший. Ты видишь, как он сделан? Смотри,
это вот. Ты можешь, смотри, вот выбери какую-нибудь вещь, смотри, вещи. Видишь, у тебя? Тихо, На- сейчас. Воу. Причем он сразу сделал выстрел, даже не ждал. Давай попробуем. Он сразу стреляет, он не ждет. А почему он не ждет? Потому что это какие-то особые стрелы. Может, это зависимость от стрел? Такие? Нет, это от лука ты не можешь вообще удержать. Тебе нужно сразу стрелять. Да. Да. На лошади есть, То есть это... например, как улучшенные стрелы. Может, это как-то зависимость от стрел? Надо еще проверить. Это лук совершенно другого, как бы, стиля Ща и попробуем. конструкции, поэтому на нем невозможно его удерживать. Да. Он просто натягивает и сразу стреляет. Ты можешь натянуть и сразу отпускать. Он сразу отпускает. Походу это исторично. Походу это исторично, и так в реале я что-то вроде бы читал. То есть его нельзя долго держать. Он сразу. То ли он тяжелый такой. Непонятно. Нет, он очень тугой, там ты просто не удержишь. Ну давай из него посмотрим. Ну это боевой лук. Да. Ну сейчас могу. Твою лошадь убили. И всех собак перебили. Твоих. Иди сюда, давайте помогу. Let's have a look at you. Are you injured? Henry, what the fuck happened? You turned up uninvited at some human social gathering. And you took them all? So it seems. God's holy britches! I never knew you had it in you, Henry. Remind me never to get on the wrong side of you. That wound on your head doesn't look good. Not to worry. I'm sure it doesn't look half as bad as it fucking feels. You'll have to help me get back to Ratte. Come along then, sir. Да. Лук, конечно, как лук. А чё, нам лошади что ли нашлось? А как ты с ним вернешься? На лошадь его нельзя было посадить? О, у меня на Ихове плохие там эти отношения. Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. To think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, Thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. But don't just stand there, lad. Pour us a drink.
I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Это я, да, там? Tell us На exactly what кофе там happened. всех I'm not перебил. sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need. Right, Don't yeah. stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Не, прикинь, так тебя Sir, let me roll подставят. with То them. есть они видели, что ты кого-то убил. Да, да, Piss да. and vinegar И убили is всех. Their leader, he must be the one who attacked me at Scarlet's. There can't be two men in the whole kingdom Я who убил look только like that. одного. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And, give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Нейхов, где недавно видели коротышку. Так у тебя же есть лошадь, зачем тебе еще одну лошадь? Я Типа тут знаю. Может, более профессиональную лошадь. Не, ну, Are you deaf? не, может, дополнительный кон, пересадочный, в принципе, 2 коня это, ну, для того времени. У рыцаря. Я не знаю. Ну, конечно, твое положение в обществе странное. Ты как бы и не пан, но в то же время ходишь, хуяришь. Да-да-да. Что-то как-то... Я раздел свою лошадь. Не, может, и были такие случаи. Не- Сумка лошади. You out for it. Gone weak at the knees, have you? Что? Вы чего, ребята? Is that all you've got? Они нашли виновного. В Enjoy смысле? this. Что я сделал? You call that combat? Вы чего? Ребята. Что за наглость? На тебе. Такой прям. да. Они поняли, кто напал на... Что? Слушай, а чё они все с кулаками? Я не знаю. Чё, Они меч? поняли, кто напал. Are you serious? Что ты думаешь, игра настолько подумана? Наверное. Они, походу, поняли, кто всех убил в той деревушке. Ты сразу сваливайся, сразу. Вот, смотри, тут ты не виновен. Ты еще... Ты еще не виновен. А как вышел во двор? Походу баба сказала, которая видела тебя, как ты тащил мужика и убил потом. А знаешь, баба видела, как ты с факелом снимался. God be with you. Да прибудет с тобой Бог.
Что-то странно, да? Очень. Can we go? Are you ready? Что за бред? А что Ready, не Captain. первый... Чё не первый раз я Follow me. читали Keep quiet and do врагом? exactly as you're told. I don't know what Sir Radzig sees in you, and I don't care. If you're to ride with my men, I expect you to listen. Yes, sir. Against all better judgment, they've decided to give you your own horse. The dappled gray beside my stallion is yours. Make sure you take good care of him. Now, mount up and ride behind us. Это моя лошадь? All right, men, saddle up. No dawdling. Last one there won't find me a happy man. Это моя лошадь? Сядь свою новую лошадь. Серое яблоко. Но в той лошади остались мои вещи. Почему-то она выглядит как старая лошадь. Я ничего не понимаю. Вот это ощущение, да? Да, но я ничего не понимаю. А что тут На непонятно? лошадь. Твоя лошадь не может нести больше грузов. В смысле? Я не понимаю. Ладно. У меня перегруз. Ну и вот. И будут не рады. А, я понял. Лошади на новый. Уже есть снаряжение. Нет, это не снаряжение. На лошадь На. повесь, на новую. У меня 125 перегруз. Черт. Слабенького тебе какого дали. Угу. Ну, блин. Так эта игра передает ощущение, да? Угу. Вот такой мультиплеер, а? Да-да-да. Да-да-да. А такой будет в будущем, ладно. Точно.
Вообще ни одного лага. Кто это все сделал? Ах, кто это сделал? Этот отпущенный мною. Where's your master? In the paddock. Crucifix. What kind of beast could do this? The blood of the martyrs. Смотри, Вован, что ты натворил, ты просто это не помнишь. Да. What happened here? Я не делал это, я всего одного. Why? Someone came at night and Там hammered всем on every лошади. one of them. The horses, Ночь. screaming, must have woke poor Radek, the stable boy. And when he tried to stop them... And then my husband... When my husband tried to help them, they killed him too. And when they were done, they put a torch to the stables. My sincere condolences, ma'am. I swear we'll hunt those monsters down and make them pay for this. The horses were still alive when I came. We had to finish them off. All of them. The pain in their eyes. They couldn't understand how anyone could do this to them. Did they steal anything? Any horses? Nothing. They wanted blood, not coin. Did your husband quarrel lately? Was there anyone who might want revenge? He argued over the price of a saddle, maybe, but nothing that could drive a man to this. These are dark days when there's more kindness in horses than in men. Did you see anything? How many were there? Or what did they look like? We saw no one. Has anyone tried to follow their trail? No. We were fighting the blaze until now, and even if we weren't, what chance would any of us have against someone who could do this? Pox on it. Mount up and quarter the area. We have to find out where they went. Look for tracks and ask the folk if they saw anyone. Fuck! Someone must have at least caught sight of them. Yes, sir. Я такой грязный. What about me, Captain? What the hell are you? You stay here. Please, let me do something. I could have a look around the area and see if they left any tracks. Well, if you must. Just don't get in anyone's way, don't go too far, and come back here when you're done. Осмотри местность. Хера это... Вот моя лошадь. И она единственная. И никто мне ее не подарил. Наверное. А если и подарили, то как не... А, я понял. Моя лошадь перегружена. Мечи рода. Лошадь. Найдите. На лошадь, на лошадь.
Вот так вот. Теперь оружие. Так. Бью. Так, это на лошадь. Плоский лук. Все. Разобрались. Давай посмотрим на мою репутацию, где мы сейчас находимся. Нойхоф, минус 100. Это все я сделал. Интересно, они со мной будут разговаривать после всего, что я сделал? Наведи на половецкий лук и нажми увеличь. Hey! Сейчас, секунду. И ты имеешь в виду... Блин, скрыть замок. Hey! Watch it. Loud. Иди ты. Jesus, look where you're going. Так, а характеристики имеешь в виду половского лука посмотреть? Ну да, увеличь. Минимум сила, минимум ловкости. Мне не хватает силы для него. Сила должна быть 10. А тут сила 5. По логике, я не могу носить пока что половский меч. Ой, лук. Мне не хватает 10 силы. Чтобы проверить свою силу, у меня силы 8. Мне еще 2 надо прокачать силы для того, чтобы я мог носить половский лук. Но пока это не могу сделать. Поэтому будет такой, какой Там есть. почитай про него. Половецкий лук. Там туда. Половский лук довольно короткий и отлично подходит для стрельбы из седла. Плечи лука выгнуты в обратную сторону, что компенсирует потерю. Так, где? Ага, потерю энергии из-за уменьшения длины. Мечи рода. Вид оружия — длинный меч. Отличная вещь — длинный меч с клинком из такой высококачественной стали, что его назвали в честь библейского царя Ирода, который навлек на себя бесчестие, отрубив голову Иоанну Крестителю. Интересно. Поэтому не зря меч Ирода. Ирода. Урода. Меч урода. Так, мне нужно осмотреться хорошо. Начинаем. Осмотреть. They really did slaughter them. Why would anyone do that? How could anyone be so cruel? They really did slaughter them. Why would anyone do that? Smell. The stud farm owner. I saw him in Skalitz a few times. His poor widow. Что я здесь должен увидеть? Сесть.
Узнай, куда направились нападавшие. Опроси выживших. В принципе, мне нужно туда идти. Если я ничего... Тебе там... Сейчас я поеду, расспросим выживших. Репутация херова. Да, у меня очень репутация херовая, просто... А кто это сделал? Such senseless brutality. They slaughtered horses as well as people, and yet it seems they didn't take anything. Why did they have to kill you? How could anyone... Поговорить. Они со мной будут вообще говорить, не? Проваливай отсюда! You? Go away! I want nothing to do with you. Опросите выживших. Я не смогу ничего сделать, я запорол. Но я могу, конечно, заплатить. Но только нужно заплатить мне тому, кому нужно заплатить. Черт, а. Накосопорил. Fuck, why? Да. Опросите выживших. Смотреть местность. Such senseless brutality. They slaughtered horses as well as people, and yet it seems they didn't take anything. Such senseless brutality. How could anyone be so cruel? Да вы меня все ненавидите. What? Who's there? Easy. I just came to ask. I don't know anything. What really happened here? Жизненные ситуации. Что ты где-то накосипорил, потом там что-то случилось. Я типа не знаю, в чем проблема, понимаешь? Откуда они You пришли? didn't happen to hear where they came from? No, I didn't see a thing. Ты Were ранен? you hurt? No, nothing. Not a scratch. Why did they have to kill you? Жесть. Вроде я здесь покупал коня. Не здесь. What are you loitering here for? Get lost. А он сидит какой-то. Oh no. This can't be true. Давай сходим еще туда.
прочитаем мстители. Угу. Are you well? Leave me alone. Go away. But there's no need to be afraid. With your help, I'll find those bastards and then I'll make them pay. They deserve it. What do you need to know? What actually happened here? They killed the animals and... Why did they kill them? Think carefully now. How did it all start? We heard the animals, their shrieks, then Smill. He shouted, and they murdered him. А что потом? What happened after that? We ran outside and it was chaos. Animals were dying, the stables were burning, and those demons everywhere. Конечно, говорили с самого начала. You're certain it was the animals first and then Smill, not the other way round? I'm certain. I'd never heard a sound like that before. Now I'll never forget it. The stables were already burning. Didn't that happen after they fled? No. It was to set the blaze when they arrived. You said they were demons? No, just vermin. Worthless human vermin. How many of them were there? Not many. There were just a few that came after us, but more round the back. I heard them yelling at each other. So they were yelling because of all the noise? No, something happened. They quarrelled. In the back? Where? Towards the woods. To the north. They were trying to get away. Did you see a big man among them, dressed all in black? That cutthroat, that devil! I never want to see him again. So he was here? That bloodthirsty beast. Where? Where did they run to? To the north. Into the woods. Thanks. That's all I needed to ask. Так. Я могу, конечно, осмотреться, но... Толку мне что-то даст? Давай смотрим, сожгли они хату, мою родную. Что я могу исследовать еще? Непонятно. Так, женщину. Шли пожар. Ну все вроде. Damn it. God damn it all. Давай, иди сюда.
Как обычно, обожрался как свинья и пошел на задание. После охоты. Дорогие, тут ничего не смущалось у них. Дорогие. Так. Что-то я тут ничего не нашел. Да ты неправильно ищешь. Ты смотришь на карту и идешь не туда. Еще внимательно, там есть. Так, сейчас я пройду. Давай. Если небольшой. Я нашел мед. Может, дальше надо пробежать в лес. Как бы он походом. Это понимаю, лес.
Что-то я должен увидеть. Так. They went deeper and deeper, for sure. Да. Это очевидно. Что они сюда убегали? Так что, ну, снова что ли осмотреться? Да не очевидно, что дальше убежали в лес. Окей. Лужа крови, лужа крови. Well, I never. The pig turns up willingly for the slaughter. You're done for, fucker. Что-то там какое-то хардкорное. Ты его изнасиловал там, да, в лесу? 11 батват. Какой, а? Пойдем мне из этого ничего. В принципе, вот стрелы. Так. Батват. Темный батват 11,2. Это обычный батват на лошадь. Батват. Мягкие поножи. Ага. Весит. Эти весят вообще 12. Ага. Вот оно что, Михалыч. Эти весят 11,10, а этот 8,12. Кольчужные поножи 17,8.
Эти хуже. Так, с самого начала пройдемся. Что это? Меч. Что? Я нашел еще один меч бюргера. Меч бюргера. Не могу с тобой поговорить. Что такой неразговорчивый? Убить тебя не могу. И поговорить с тобой не могу. Но я тебя нашел. Я могу тебя только убить. А у меня все равно репутация плохая. Я тебя даже убить-то не могу. Успокойся ты. Даже не хочешь со мной общаться. А что ты должен тут сделать? Еще кого-нибудь найти? Осмотрите лужайку в лесу. В лесу смотрите лужайку. Полоска. Вдоль дороги пойдем. Крови не было. Угу. Но все равно туда посылают. Тормозни. Куда? Блять. Is that the best you can do? Не-не-не-не. Стой.
You'll get what for. Ай, бля. Ход начинается. Ну, в принципе, недавно было сохранение. Что он только в лесу делал, непонятно. Давай дубль 2. Снова его прибью. Может, что-то изменится. What do we got here? Entertainment. Great. What's the matter? Come on. Как-то получше вышло. Сима говорить не могу. Ну что за бред? Дай мне свой меч бюргера. Так, я тут. Ага. Я вот нашел уже, замочил. Увидел стражника, бежит. Ну, бежит стражник, я его немного избил, а потом загрузился и заново этого разбойника прибил. Ну, а зацепку... А что, разбойник сделал? Да, то есть я нашел зацепку. Ну, это кто такой, я не пойму. Почему он лежит и... Может, его прибить нужно, я не знаю, что с ним делать. Все равно тут сохранение было, давай попробуем. О, и Сириусли в глаз ему прям как захреначил. Вот и все. Делов-то, блин. Я вот... Одним словом, мучился. С этим заданием. Какие перчатки дорогие. Ну вот это тоже дорогое. Ну так себе. А этого я полностью разделал. Давай тоже заберу. О, хорошая цена. Так, я немного перегружен. Так, у меня кое-что есть на лошади интересное. Вот это вот сумку. Он весит, правда, 11,10, но ничего страшного. А это вот 8,12 вообще. Я хотел его мечом зарубить, лежащего, но мне не давали его мечом зарубить. Думаю, ну, значит, не нужно его убивать. Мучился, бегал, увидел стражника, замочил стражника, ну, там его ударил, потом загрузился заново, побежал сюда, снова разбойника прибил, а вот второго вот из лука в глаз. Но все равно по кривому все это было сделано. Иди. А смотри, лужайку в лесу, где чучмеки жрали потасу. Кстати, здесь недалеко мед можно собрать. Мне вот даже на карте показано, наверное. Улей.
Давай мед соберем. Там еще не все конюшни исследованы. Я кулию пошел. Пошел кулию. Да улей. Вот улей. Заберу мед. Бежим! Пчелы за мной летят. А хотя ни хрена. Где моя лошадь? Там лошадь мертвая. Ход, мне нужно это было исследовать, да? Я вроде так нашел, что мне нужно было. Да нет, там дальше. А. Угу. Стрельбище. He was here just now. Damn it! Давай у него спросим. Сколько может тут стоять? Fuck, why? А ты со мной вообще не хочешь разговаривать. Жители. Найдите. Где я его могу найти? Давай у этого спросим. По-любому он видел, куда он пошел. Do you know whose hoof pick this is? Ginger's. He was always bragging about it. Why do you ask? I found it on one of the bandits in the woods. But he... Because of him? Because of him they murdered us? Lord in heaven! Wait, hold on. You think Ginger was responsible for the attack? He ran off! Don't you see? He was acting so strange and then he ran off! Why the hell would he do that? That does sound rather odd. And you don't know where Ginger could have gone? Dunno. Ask Jakob. Нужно ехать. Нужно ехать. No, this can't be true. Another useless soldier coming to ask questions. You should have fucking been here last night. What's wrong with your arm? That's nasty. It needs to be cleaned out and bandaged. Let me. That feels a mite better. Thank you. What do you need to know? Так.
Do you know anything about this hoof pick? Yeah, it's Ginger's. He had it made in Mate. Any idea where I might find this Ginger? Well, that's the thing. He packed up and left. What? Look, I know how he looks. But Ginger is a fine fellow. I don't believe he had anything to do with the attack. Where could he have fled to? I might know. But you gotta promise me one thing. When you find him, listen to what he has to say before judging. You have my word. Sometimes the charcoal burners come to see him. He gets on well with them. I think that's where he's gone. And where is that? No idea. They've always kept to themselves, you know, charcoal burners. But the forest is full of folk like that. They could be anywhere. Aye, except these ones won't be far. If you follow the stream from the stud farm towards Rate, you'll come across one of their camps. Only what? Ginger didn't go that way, though. He always went by the big road, through the woods in the direction of Ujits. But how can I find them? There's always smoke when they work. You'll smell them before you see them. And they need to be near water. There's that too. So if I go through the woods along running water, I'll find them? Exactly. Так, давай посмотрим. Мест непонятно где. Ты-ты-ты-ты-тым. Немного фризы начались. Ну как сказать немного. Мне кажется, наоборот, тебе надо было вверху карты посмотреть. Зачем? Ну, сказали же кушаться, а ужиться наверху. Что там может быть? Вот ужится и что? Я пока что отправляют сюда вот поговорить с углежогом на юге. Да. Ладно. Он же говорил в сторону ужаса, а это наоборот в сторону. Чёртова лошадь. Иди сюда. О, боже мой. Короче. Все люди того времени скакали по дорогам. Один ты скачешь. Ага.
Good day. I'm looking for a ginger-haired boy. I hear he's friends with some charcoal burners. We ain't friends with no redhead. He works as a stable boy in the stud farm. I know where that is, but I don't know no one from there. If you want to ask questions, talk to me and leave the others in peace. Хорошо, других я не буду трогать. Christ almighty, you weak! Could you help me? Depends what you want, doesn't it? I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. They say he ran away and joined up with some charcoal burners he used to hang around with sometimes. Sorry, there's never been a lad called Ginger around here. You have to try somewhere else. A murder's been committed at Neuhof, and that boy likely knows who did it. It's vital I find him. There's been murder aplenty in these parts of late, but that Ginger lad really hasn't been here. There'll be a lot less murdering going on once I bring those bastards to justice, so how about helping me out? Calm down, lad, for the love of God. There's been no one like the boy you want round here, but then again, there are other charcoal burners. Try them. You might want to hurry. You're not the first to be asking about him, and the others weren't exactly a noble-looking bunch, although they were generous with their silver. They didn't happen to say what they wanted him for? No, but they definitely didn't look like they wanted to invite him to a feast. Do you have any idea where else he could have gone? You said he was friends with the charcoal burners? Well, you'll definitely find some in the forest between Neuhof and Uzhets. There's good spots around there. But that forest is huge. I could spend weeks searching. Then follow the river. That's how you found us, isn't it? Where there's charcoal burners, there's always water nearby. Alright, I'll go and ask somewhere else. Хорошо. Пойдем вдоль реки. Все верно? Верно. Так, здесь одна река. Если я пойду вдоль нее. Нет, она заканчивается.
нахера какой лес. Красиво. Сразу нашел. My respects to you. Do you know where I could find Ginger? Who? The stable boy from Neuhof. I've heard he's friends with some charcoal burners. Ah, I know who you mean. He went not long ago to the charcoal burners by Tomberg. Just follow the stream to the west. Подожди. Наверное, сюда. Лагерь. Где он? Непонятно. Так он чуть сказал. Вдоль реки. На запад. А ты ушел на восток. Угу. Еще-то не закончился предел. Давай до конца доскочим. Все, предел есть. Как лагерь мне был обнаружен. Где-то здесь. Блин. Слетел с лошади.
Угу. Приехали. Leave me be. В смысле? Старший углежок. Подожди. Я уже уехал оттуда. Вот тут вот еще было, кстати, вот. Я же мне сказал на запад уехать. Я далеко уехал на запад. Значит, я первый раз ехал правильно на восток. Поехали снова на восток. Может, еще дальше. Не, дальше нельзя. Так. А может, ты просто к ним ночью приехал? Не-не-не, это не те. Дождись утра. Смотри. Мне показано тут искать, где желтая метка на Б. Я уехал далеко. А одна желтая метка находится вот тут вот. На востоке. На западе. За пределом этого желтого круга. Так. Видишь, тут дорога. Вот она. Угу.
Так, а если дорогу с той стороны? По левой стороне есть дорога? Есть, она обрывается. Ну, сейчас мы... Там, они сказали, вот вдоль реки. Вдоль реки. Ну, надо вдоль реки на восток, а не на запад. Первый раз я поехал правильно. Это не тот. Идем дальше. Аккуратно перебираемся. Так, мы здесь должны выйти на дорогу. Только и ни хера не видно в темноте. По идее, мне даже дорога не нужна. Если я строго на юго-восток поеду. Нет, строго на восток. Дождь, ночь, ни хрена не видно, прям как Дейс. Здесь ручейка забрел, да? Как провалюсь сейчас в яму и не увижу ни хрена. Как сдохну. Бррр, стой. Она где-то здесь. Я ее ни хера не вижу. Она потому что находится вот тут. Опять тут высота. Вот он. Дейс 2017. Так, он где-то здесь находится. Прям тут. Прямо на моем месте, где я нахожусь. Так, у меня такое ощущение, что он находится в пещере.
Жизнь, ты там забегался. Так будет легче смотреть. Вот тут вот. И ни хера нету. Я думаю, действительно там пещера. Я тоже думал. А оказалось, тут не так уж все и страшно, как ночью. Это всегда так. Игра очень реалистична. Я первый раз такой, ну, сталкер идут, сталкер. И обрыв оказался далеко не обрывом. Ну, как сказать. Если только вот этот вот обрыв, то да. Вот, на этом месте. Что-то бред какой-то. Давай, бельдечки. Скорее всего, тот на западе, потому что на востоке какой-то он не развернут. Так он же говорил, что... Да, он говорил, но он дальше этого всего находится. Нет, ты сейчас скачи вдоль речки, может и не дальше. Может быть. Может там еще какой-нибудь есть, пропустил. Наверное. Бабочки летают. Да вроде нет, ты был прав. О, хотя логично, тот лагерь был в центре. Ну, желтого вот этого вот круга. Где нужно искать. Видишь, я за пределы вышел. Давай у главного спросим. Вроде этот главный. Нет. Это там кто такой сидит. Good day to you. What do you need? I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhoff. Do you know where I might find him? Well, if you go south from here, you'll come across Old Andrew's Inn on the road. If you go along the road from there to the east, you'll reach Neuhoff. I know where Neuhoff is. The boy isn't there. Ah, I see. I can't help you then. I've never noticed anyone of that description around here. That's odd. The charcoal burners by the stream told me they know Ginger and that he comes to visit you. Horseshit! They probably just said that to get rid of you.
Nobody likes a stranger sticking his nose into their business. It's the business of my liege lord. I'm here because of what happened at Neuhof, and that boy knows something about it. Let me talk to him. Hold your horses. First, prove you're with the garrison. How? You want me to bring the whole garrison here? If there's no other way. Because there's been 2 brutes asking after him too. And they look like they'd cut his throat without blinking. Нет. Alright, I'll deal with them. And then you'll tell me where you've got Ginger hidden, right? Right. You get rid of them, and I'll tell you. So where can I find these bandits? I'm not sure exactly. There's lots of places to hide around here. But they came and went over the bridge, so I reckon they must be somewhere between here and our neighbours. That's a lot of woods to comb through. Not all that much. There's a path around there somewhere leading to an abandoned camp. Игрушка сохранилась хоть, да? Да, вроде. Поехали. Через мост, он сказал. ФПС все падает и падает. Видишь, какой уже? Так. Они должны быть где-то здесь. Погнали вот туда. What have we got here? Entertainment. Hey, all of you, gather here. Raise the alarm. С лука попробуешь. Да. Черт.
Я луку не очень сильно обучен, но я попробую. А у тебя что за лук? Будет не тут. Подожди. Лук-то тут силы не хватает. Да. Я тут. Жесткие фризы, я даже спешиться нормально не могу. Hey, what are you up to? Я могу даже на ходу ехать и стрелять.
Ну да, так и было. В лесу обитают. Блин, фризы. Заберу свои стрелы. Малый набор броника. Где второй-то? Вот он. Давай посмотрим, как он выглядит. С капюшоном даже. Вроде не. Латные наколенники. Понятно. Хорошо у него двери. Забрал. Гроши. Их там 8, что ли, человек сидит рядом с в лагере, рядом с ручейкой. А на них нападает все время двое. Наверное, не ночью там, когда не спят, они в них что-то там пиздят. Там может быть двое таких, что хуже толпы. Так, надо вниз. Что ты знаешь? God be with you. You know something about Ginger? I might have heard something, and if you share a bit of silver with me, I might share what I know. I'm not interested in your might-haves. Так, я же сделал задание. Вот это вот. You don't have to worry about those bandits anymore. I've dealt with them. Really? And I suppose I have to take your word for it. If you want proof, I can take you to them. Maybe I should have brought you their heads. I'll take your word for it. All right, a bargain's a bargain. Ginger is hiding out in a ruined hut not far from here. You go along the road to Ujits until you see a path to the right that leads to a small spring. There's an overgrown path that leads from there right to where Ginger is. Keep your eyes peeled though. You could easily miss it. Good.
Thanks for your help. Мгм. Давай, забирайся. Рыжий. Нашел его. 17 FPS. Jesus, you've led me a merry dance. What do you want from me? I want to ask you a couple of questions. Why did you run off like that? Where are your cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. Why did you run off in such a hurry? Because I was afraid they'd come back and kill me. Who? Those bandits, of course. To get revenge on you for killing their mate? Killing? Me? I never killed anyone. God is my witness. I'm looking for your friends. Where are they? The charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Where are your bandit mates? They're not my mates. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognized? Who was it? Talk! I don't know his name, only that he's from Ushets and he has a limp. What can you tell me about him? How do you know him? I saw him a few times in the tavern in Ushets, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. Why did you kill that bandit? What? Bandit? I never killed anyone. This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead bandit near the stud farm. That is mine, but I didn't stab him. That fellow took it from me. What fellow? I don't know his name, but he's from Ushets and he has a limp. He limps and he's from Ushets. That's not much to go on, but I suppose it'll have to do. It's all I know. I never talked to him. And now tell me exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. Don't worry, I won't get bored. All right. I woke up in the middle of the night because I needed to go for a piss. So I went out into the dark, same as usual, only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a trick of the light. It wasn't. And then it was too late. They went past and I thought they must be horse thieves. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited until they were out of sight and I started to sneak away. But then... Then the slaughtering started. Yes. I thought they'd steal the horses and ride off. That would be bad enough. But then all the killing started and flames everywhere. It was terrible, like hell itself. And then? It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves, and some of them started running back where they came from, right towards me. And I had that thing in my hand, the hoof pick. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside and I fell on the ground. Then he told me I'd better lie low if I valued my life. He ran off with the others. I did what he said and hid. Then the rest of the gang ran past. And then? Then I waited in case that limping one from Ushets came back. I didn't dare come out until I was sure. I think it was almost light.
What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know. There might have been maybe 8 of them, and 2 of them were really big. That's all I can remember. Do you know what they argued about? I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal and wanted no part in the killing. That sounds terrible. I know exactly how you feel. If only I yelled. Maybe they... If you had, you'd most likely be dead. It probably wouldn't have done any good anyway. But still... There was nothing you could do. What about the others? Так, не то немного назад. That's all. I've heard everything I need to hear, so I'll leave you be. Wait! What about me? Won't you help me out? Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but... What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it. I don't know if they'll even want to talk to me. Пойди туда. Just try, and you'll see whether they drive you away or not. But if you explain it to them, they're sure to understand. I suppose you're right. Thank you for your help, and God bless you. Давай лучше иди сам. Я думаю, у тебя не такая репутация плохая, как у меня. Ты кто? Найди других разбойников, напавших на... Смотри, смотри, он пошел туда, действительно. Следи за ним. Он реально идет туда? Пешком? Ну просто хотя бы посмотреть, он идет туда и... В сторону. Он идет вот туда. Он идет в Ужец. Ты прикинь, он действительно идет туда. Я развернулся. Передумал. В Ужицу пешком идти, да? Что будет с тем, кто поехал вместе со стражником и пропал на 2 дня? Я же тоже служивый. Ну да. Ну. Хорошая ли идея мне возвращаться туда? Я же как дезертир, наверное. Ну ты же занят расследованием. Ну, как бы логично, но им это нужно. Ну, ты же не по своим делам. Все равно. Он сказал мне уходить ненадолго, чтобы я потом вернулся сюда. Я же отпросился на сколько? На час? Не на 2 дня же. На 2 часа, а ушел на 2 дня. Такое у меня было, когда я учился. Ты хуя рад. Отпросился в туалет, пришел через неделю. Типа того, вот, отпросился и пришел через 2 дня.
вышел вынести мусор в тапочках и оказался в другом городе. Там уже пожар весь тух. Дыма нет. Не вижу. Мертвецы на деревьях это не постапокалипсис, это средневековая эпоха, норма того времени. Угу. Для нас это уже постапокалипсис. Все? Welcome, Henry. Ты, наверное, это не обижаешься, что я пропал на 2 дня? Well, well. Look who deigns to grace us with his presence. I was looking for that boy and And you didn't bother telling anyone. I had to follow the trail before it went cold. And what if some bandit skewered you and left you for dead? We'd never find you because you told no one where you were going. How would I explain that to Sir Radzig, eh? I really don't know, my lord. He disappeared without saying a word to anyone. Never crossed my mind he wanted to get himself killed. Что ты хотел покончить с собой? Silence! Keep your ignorant mouth shut when I'm giving you the benefit of a veteran's wisdom. You do what I tell you, answer only when I ask, and not go roaming off whenever you feel like it. I'd like to kick your arse back to the castle and be shut of you. But it's true, you're a fucking peasant who knows nothing about soldiering, and it's my job to whip you into shape, so I'm not done with you yet. God have mercy on you if you ever try anything like that again. If you're lucky, I'll only have you whipped and clapped in the stocks. Because if I get my way, you'll be hanged for desertion. I hope we've got that out of the way. I've made myself absolutely clear. And now, let's hear what you have to report. I talked to Ginger and found out what happened. Out with it then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence him. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around in Ujits. We've enough to do here in these parts anyway. Sir Radzig will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. За этого типа должен гибрид игры. I'd like to improve my swordsmanship. Certainly. I'm interested in more advanced techniques. All right, but it'll cost you. Isn't that quite a lot? Я такой за свое. Are we agreed? That's a poor offer. Agreed. Now listen up. Good God, you look terrible. Did someone attack you? Can you teach me how to defend myself better in combat? Certainly. I'm interested in more advanced techniques. Wouldn't you rather learn the basics first? Ты с кем торгуешься, щенок? All right, but it'll cost you. Isn't that quite a lot? What about this? You won't convince me with that.
Now, listen up. Can you teach me how to defend myself better in combat? Certainly. I'm interested in more advanced techniques. Wouldn't you rather learn the basics first? Well, I'll think it over. I'd like to improve my swordsmanship. Certainly. I'd like to hone my skills. First, you have to have some skills to hone. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Isn't that quite a lot? Since it's you... More. Agreed. Now, listen up. Это смешно. Красноречие. Живучесть. Нихера. Трупаду. Так, давай посмотрим мои характеристики. Игрок. Репутация. Ну и хофф минус 100. Да. А? Кого я вижу? Кого я вижу? Какие гости? What do you need? My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story, or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. One of the Neuhoff stable boys, a lad they called Ginger, fled from there and hid out with some charcoal burners. I have to say, there's a lot of them around. I never thought how many forges and ironworks they have to supply. That's true, but keep to the point. Oh, yes, sir. I had quite a job finding him. He was well hidden and with good reason. The bandits wanted to kill him because he recognized one of them. Did he tell you what happened? He said it wasn't one gang, but two. And one of them took fright when the slaughter started. Seems they were only interested in loot, so they quarrelled with the other lot. Then it came to a skirmish in the woods and one of them was killed. The rest of them scattered. And did you find out where they went? All I know is one of them is from Ujits. I know enough about him to be able to track him down. All right, but those cutthroats must know who he is too, right?
And if they want to get revenge on him or silence him, you'd better hope they don't get to him before you. So drop everything and get on his trail. Find out what he knows and then report back to me. I'm going to our encampment at Merhaya to oversee the security of the region. Yes, sir. А зачем ехать? Не, я не буду спрашивать. Hey, what? Так. Кстати, я, наверное, это... У него могу я, как бы, своих друзей пристроить работать к нему? I have some news about the investigation, sir. Good. Tell me. The trail leads to Uzhitz. I found out one of the bandits is from there. A fellow they call Limpy Lubosh. I see. What else? That's all I found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. Мне подарили новую белую лошадь, а моя вот старая есть. Я не знаю, где моя белая. Вот моя белая, да? Есть это моя белая. Сивка. За полчаса отойду пока что. Давай. То как мне ее сделать своей? Через полчаса подойду. Угу. Текущий. Не знаю. У меня есть моя. Хоть мне дали новую, но почему-то она мне не высвечивается. Странно. Ну только врата шли скакать. И все. И там хоть высплюсь, наверное. Теперь направо.
Ты кто такой? За рыцарь. Could I have a word with you? What is it then? It's about this. I challenge you to a duel, sir. What? You heard? Don't try to wriggle out of it. Let's get to it. Это еще к чему? I'm not in the habit of fighting to the death with fellows I meet by chance on the road. Tell me first what this is all about. What's happening is I'm challenging you to a duel. You disgusting man. I spit in your face. Eager, aren't you? Who are you, anyway? I am Sir Oldram of Lossing. Pleased to meet you, Sir Oldram. So, what are you after? My mother sent me out to get some experience. She's obsessed with tales of chivalrous knights. In short, she sent me off looking for some virgin to save, and to win glory in combat. But I have to admit, I'm not very good at it. Look, dueling's all fine and dandy, but shouldn't you start with looking for that virgin? There's lots of pretty maids around these parts. One or two might still be virgins. That never occurred to me. Once you've done that, you might see this dueling differently. True. If I'm fighting for the love of my life, my courage will know no bounds. That's not quite what I had in mind, but so be it. Thank you for your encouraging words. Glad to be of service, sir. God, why did I have to be born a noble? Боже, за что я родился дворянином? Да. Мне бы твои доспехи, если я бы родился дворянином. Да. Узнать, где живет хромой разбойник. Угу. Узнай. Так, где тут банька? Нужно в баню сходить. Конюшня. Наверное, где-то сзади. Где-то здесь. Нет, тут нет бани. Ошибся. И при этом я прискакал в это место.
мясник? Не, мне мясник не нужен. Я, в принципе, не голоден. Пора свистеть. Неудобно, одну кнопку сделано. И свистеть, и садиться на лошадь. Что там такое? Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. That's what you call nothing to see. I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanush's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say he had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh. Or all that's left of him. Ох, ни хрена себе. Sakra. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. When did you find the body? And did anyone see anything? Just now. And nobody saw or heard anything. I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. Who was Limpy Lubosh? A poor crofter and a scoundrel. Can't say I'm too surprised what happened to him. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. Понятно. Another thing about Lubosh. Ага, это он и был. О боже.
Пойдем-ка лучше отсюда. Закроем дверь. Так, нету слов. Просто, мать его, нету слов. Пойдем вдоль еще прогуляемся. Что случилось? Тук-тук. Да вроде все в порядке. В каменном доме живут. Красивое было у женщины платье. Fornicate there and covet worldly goods, such an affront to our Lord Jesus Christ, he who lived without money, without shelter, without possessions of any kind, and spread the word of God, who lived as he preached. Love thy neighbor more than thyself. So the scriptures teach us. Ахинею несет. But do they heed the word? Бокалейщик. Нет, походу тут ничего хорошего нет. Кроме как выспаться. Больше ничего. Давай хоть выспимся. Это слишком большая усталость. Здравствуйте. Корчма. Have you got a bed for the night? Aye, there's room here. For how long? Just the one night? Sure, but groschen first. These are harsh times. Here you are. You've got it all to yourself. No one will disturb you. I've come in the name of Sir Hanish of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know how I can help you, but ask if you must. Who was this Lubosh who was murdered? You could see at first glance he was no good. I kept well out of his way. Have you noticed anything suspicious recently? There wasn't sight or sound of him for a long time. And then yesterday, he turned up at the church and even talked to the parish priest. Never saw him do that before. Probably had a bad conscience. Угу. А теперь вот со священником поговорить. Вот нельзя вот было сразу с ним поговорить. К нему Do you know what подходил. Lubosh was doing the day Neuhof was raided? I don't think he was home. I didn't see him all day. Do you know who Lubosh used to spend time with? Kin or friends? As far as I know, he had nobody at all in this world.
That's all. Thank you. Прям расследование Ланори. Oh, dear. И тут можно поспать. Наверху. Да, есть тут местечко для меня на ночь. Энергии очень мало. Отлично. Теперь поедим немного и снова за расследование примемся. Давай слезай. Так, я не могу кушать заказать. Сама присела. Ага. Еще закрыто в 7 часов утра. Ну хоть присяду. Может, что-то свое у меня есть. Перекусить. Сушеные грибы, сушеные фрукты лучше поем. Непонятный отвар. Ну, поели. God be with you.
Давай спросим. Is there anything suspicious going on in these parts? Indeed there is. Just last night, Father Godwin was here, calling fire and brimstone down on old Gertrude, the herb woman. He's not one to make a fuss over some trifle either. And there's more. Around here, you should hear about what Vashek the groom has been up to at the stables. When the head groom told the lads here, they fell off their seats laughing. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know nothing about it, but to ask all you want. That man Lubosh who was murdered, what was he like? I didn't really know him. He kept to himself, even in the tavern. Have you noticed anything suspicious recently? Come to think of it, he was in church yesterday. He was even talking to the priest and went to confession. I was wondering what he was up to take to the faith all of a sudden. But I suppose no sin's too dark for God's mercy. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? I was coming from the tavern very late that night, and I caught a glimpse of someone entering the village. He looked like he was in a hurry. It was only a shadow against the sky, but after what happened, I wouldn't wonder. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? Not with anyone from the village. He used to sit in the tavern next to us sometimes, but he never said much. That's all. Понятно. Thank you. Ладно, кушай. Я пойду. Так, все. Хватит.